Привет! Что было, есть и будет в вашей жизни. Это кармический расклад, и он показывает, как карма прошлых жизней влияет на ваше сейчас. Кстати, кто не знает, кармический расклад – это что было, есть и будет. Это древняя старинная выкладка. А на дне колоды была карта звезды. Эта шестерка червовая говорит, что будет светлая, радостная дорога. Будет новая дорога в вашей жизни, и довольно скоро будет ваша жизнь меняться к лучшему. Звезды – это исполнение вашей самой заветной мечты. Но я смотрю старинную выкладку, что было, есть и будет у вас в жизни, и как карма прошлых жизней влияет на здесь и сейчас. Не зря вот эта картина здесь, как вы видите, это сценка из вашей жизни. Свечи проясняют то, что будет. Духи – это, конечно, духи, это душа, это стихия воздух. Также здесь ваша одежда, это гардеробная. Кстати, сюда вас приглашаю вашего двойника, чтобы вы могли получить мудрую, важную информацию от карт. И что такое гардеробная? Это одежда, которую мы надеваем из прошлых жизней. Это та одежда, которую нам дают предки, когда мы рождаемся. То есть здесь очень мощно все будет для вас о вас. Итак, все вы знаете, наверное, карта Ленорман самая любимая. Это у нас голубая сова такая, да? И мы хотим посмотреть на вопрошающего, на того, кто зашел. Когда ваш пальчик выбрал посмотреть, тогда для вас и актуально. Общий расклад, если вы не знаете, я делаю только общие прогнозы, и вы себя обязательно узнаете и сложите все мои слова в свою картинку мира, и не сомневайтесь, помощь точно получите. Итак, как прошлые жизни на вас влияют, как на госпожу, как на вопрошающего, тот, кто зашел, узнать о себе. Поэтому я сейчас буду снимать от себя, потому что для вас говорю. И мы посмотрим вашу карту. Карта перед вами и после вас откроет всю правду о вашей карме, а потом я сделаю расклад, что было, есть и будет, из 3 позиций. Прошлое, настоящее и будущее, да? И я хочу напомнить всем, что я учитель по картам, так что я сделала исследование, я знаю, что такой расклад, это расклад кармический, он показывает, как карма прошлой жизни на вас влияет. Итак, карта госпожи, мы ищем вас. Карта госпожи, вот вы. Перед вами и после вас. То есть, смотрите, Луна – это ваша жизненная дорога, это личная судьба, ментальный фон и карта букет. Я могу сказать, что Луна и есть карта кармы, мои дорогие. Именно Луна. Я собираю все карты, потому что они нам нужны будут, чтобы делать расклад. А карта Луна – это карта судьбы, мои дорогие. Карта судьбы. Так что я вижу, что это карта кармы. Карма здесь откроется, будет видно, как карма прошлой жизни отражается именно на вас. И какую одежду вы надели сегодня на себя. Кармическую одежду мы надеваем каждый день. Потому что с нами в общий мир всегда выходят наши предки. Они за нами стоят и всегда-всегда с нами идут по жизни. Очень сильно на нас влияют, если карма тяжелая. И наоборот, помогают нам, если карма легкая. Вот так все просто и понятно, да, мои дорогие? Ну что, я смотрю в будущем букет. Вот вы в настоящем, да, в будущем букет – это прекрасное здоровье, выздоровление, это счастливый организм, это радость и счастье. Это очень хорошо. Это успех, успешная жизнь. Ну, а позади вас карма остается. Карта Луны – это, конечно, карма. Не зря она вышла. Эта карта. Итак, смотрим на прошлое. Ваше прошлое воплощение, мои дорогие. Видите, 3 свечи. Прошлое, настоящее, будущее. Прошлое, настоящее, будущее. 3 свечи. И 3 здесь вот парфюм. Прошлое, настоящее, будущее, мои дорогие. Все очень мощно и четко. Это не случайно здесь отражение. Тоже зеркальный переход. Зеркальная дверь открывается, видите? Это коридор времени открывается. Что такое карма? Это коридор времени, мои дорогие. Итак, смотрим коридор времени, да? Прошлое. 3 карты. Настоящее. 3 карты. Будущее. 3 карты. Но я буду добавлять, если нужно будет. Здесь все под рукой. Вся информация под рукой. Итак, прошлое, мои дорогие. Что там у нас? Кольцо, крест, ну, кармические отношения, да? И развилка. Я вижу, что у вас были какие-то кармические отношения. Что вы прошли в этой жизни что-то,
не случайно. А так распорядилась сама судьба. Да, было тяжело. Может, это личные отношения с мужчиной. Но вот это то, на что вы подписались, да, когда начинали эту жизнь. То есть, другими словами, вот какая-то тяжесть из-за того, что вы дали обещание кому-то, человек обещание не выполнил. Здесь, кстати, может быть задолженность кармическая, потому что карта развилка — это часто по бубновой даме кто-то, женщины в вашем роду на вас очень тяжело влияют. Это может быть мать, бабушка, их тяжелая судьба. На вас очень тяжело влияют. Это прошлое. Прошлое тяжелое, кармическое. В вашем роду были сложные люди. В вашем роду были люди со сложными судьбами. И эти сложные судьбы на вас очень негативно могут влиять каким-то образом, да? Потому что карта Кольцо, она показывает, что это вот видите, как хроники Акаши, запись какая-то. Эта запись может быть тяжелые отношения в семье, вот с мужчиной, в браке, может быть с детьми, с родителями, но что-то очень тяжелое. И что-то связано, может, с какими-то бумагами, ценными бумагами, наследствами. Что-то передалось по наследству очень тяжелое. Я еще хочу сказать, что это тяжелая карма, которая могла состояться из-за того, что вплоть до кладбищенской магии, закрытие дорог было. В прошлых жизнях было закрытие дорог какое-то. Это прошлое, да, карма была, потому что крест — это карта тяжелой кармы. Настоящая. Смотрим, что в настоящем. Отработали ли вы так называемую карму, да? Как называемую. То есть уже прошли трудности или нет? Угу. Книга. Слушайте, смотрите. У нас в каждой выкладке по кармической карте, потому что самые кармические карты в колоде Ленорман — это Луна, это крест и это книга. Книга «Кармическая карта». И в настоящем вы сейчас преобразовываете свою жизнь. Что-то очень сильно меняется. Ваша жизнь преобразовывается. Знаете, преображение, как преображение Христа. Знаете, такое есть, когда все не таким является, чем кажется. Ваша жизнь еще кажется тяжелой, кармической. Вам кажется, но уже пошли изменения в лучшую сторону, вы еще просто их не видите. Они внутренние, пока еще не видны вам. Но то, что самые большие тяжести вы уже прошли, это точно, потому что крест остался позади, крест в прошлом. В будущем я вижу верность какого-то человека, который в прошлом, может, вас и предал, а верность его в будущем, а также, может быть, новый знакомый. Кстати, король пиков — это новый знакомый, и в карте в колоде Ленорман ребенок — это новый человек в вашей жизни, человек, которому можно доверять по карте Лилии. Это карта Лилии номер 30. Этому человеку можно доверять, и его хлопоты — это его пиковые хлопоты. Он хлопочет, чтобы вам помочь. Кто-то есть в вашей жизни сейчас, кто хлопочет, чтобы вам помочь. И это ваше настоящее. Смотрим ваше будущее. Итак, что же будет в будущем? Вот это очень важно, потому что карма — это то, что идет из прошлого, как красной нитью входит в настоящее и идет в будущее. Но я вижу, потому что я сравниваю прошлое и настоящее, что в настоящем уже нет этой кармы. Она вами уже пройдена, отработана. Все осталось позади, в прошлом. Итак, смотрим будущее, мои дорогие. Первая карта — это корабль, да, перемены. Вторая карта у нас — это якорь, это стабильные перемены в сторону стабильных финансов, перемены в сторону стабильной работы, в сторону стабильной шикарной жизни. Да, шикарной, роскошной жизни, потому что это карта медведь. А медведь — это оно и есть. Шикарная, роскошная жизнь с человеком, который является сильным в вашей жизни, который сильное преображение вносит, сильные перемены вносит этот человек. Он делает вашу жизнь как с чистого листа. Потому что это или вы начальник, или ваш мужчина начальник, это властелин, это новая берлога, можно сказать, или новый дом, да, новая квартира. Новая, потому что вы переедете куда-то или в другое место, где более так политически, экономически стабильно, либо вы переедете в новую даже страну с новым языком, новой культурой. Корабль — это все-таки переезд.
Да даже, может быть, в вашем городе на новую улицу, там, где лучшая атмосфера, там, где все-таки вокруг вас живут более-менее люди приличные, где нет вот лишнего шума, гамма, нет неприятных людей, нечистых на руку. Здесь я вижу властелин какой-то, влиятельное лицо, которое вам поможет, вас спасет. И якорь – это более стабильные отношения с мужчиной, более стабильные отношения на работе, где может новый начальник, смена коллектива, смена начальства, где начальник будет нормальный человек без всяких выкрутасов. Перед этим, может быть, был какой-то психически нездоровый, неуравновешенный начальник, который из вас всю кровь помаленьку высасывал. То сейчас у вас будет новый начальник, приличный человек. Это по работе перестановки в сторону плюс. Это также перемены в отношениях. Вот смотрите, мои дорогие, здесь, по-моему, все очень-очень видно, но я все равно вам еще расскажу, чтобы вы поняли, да, дословно. Итак, это расклад кармический. Проработали ли вы карму? Будете ли вы дальше биться, как рыба об лед? Или же у вас уже идет на улучшение все? Вы сюда пришли в духе, вы госпожа, вы вопрошающий. И я вам, как ваш консультант, говорю, что карму вы 100% отработали. Самые тяжелые карты остались в прошлом. Это карта крест и карта развилка. Развилка – это работа колдунов, вплоть до кладбищенской магии. Но я вас уверяю, чтобы вы не переживали, эти колдуны, они уже наказаны. Потому что если был какой-то приворот, магическое воздействие, кто-то вами пользовался, какая-то магия грязная, какая-то даже колдунья или колдун, то я вам скажу одно. Нужно сказать заговор. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. В вашу жизнь колдунам входа нет больше. Они получили обратку, остались позади. Вы зря переживаете сейчас. Потому что вся боль, иллюзии, пустые надежды, неприятные неожиданности, пустые хлопоты вампиров каких-то, да, или же какая-то плохая компания, какие-то переживания, стресс. Крест – это стресс, который давно, кольцо и крест – это давно, это кармический стресс. Он остался в прошлом, это позиция прошлого. Сейчас вы уже смотрите в прошлое и понимаете, что уже все отработано. А в будущем у вас букет счастья. Теперь я еще выложила позицию настоящее и будущее. В настоящем у вас судьба меняется, судьба становится более стабильная. Лилия – это стабильная. Лилия и якорь – похожие карты. И новое что-то входит в вашу жизнь. Новые люди, новая профессия, новые отношения, новые бытовые условия, новые финансы, что-то новое, новые деньги. Хлопоты пикового короля о вас. И этот пиковый король становится медведь. То есть это общая территория с каким-то приличным человеком, который вас защитит. Тоже медведь – это тотемное животное, которое даст стабильность и счастливые перемены. Дорогие мои, какой шикарный расклад, да? Я очень счастлива это видеть, и очень четко он показал ваше будущее. Оберегом, конечно, является карта букет, мои дорогие. Многие из вас захотят получить оберег карта медведь. Будьте любезны, получите, потому что медведь – это карта на счастье. Это сильное ваше положение на работе, стабильное, укрепленное положение, а также положение ваше сильное, что перемены идут в лучшую сторону. Я очень счастлива это видеть. Замечательный расклад, мои дорогие. Вот такой экспресс-расклад на тему прошлое, настоящее, будущее. А мы также сделали предиагностику для того человека, кто зашел. Если вы мужчина, не сомневайтесь, просто нужно понять, что мужчина внутри – это женщина снаружи и наоборот. А мужчина снаружи – это женщина внутри. Это вопрошающий в любом случае человек, который зашел. Я людей не делю по этим признакам, потому что это только ваше приватное с одним человеком. А все мы люди, мы хотим счастья. Я хотела посмотреть карму, потому что очень важно знать, будет ли у вас счастье. И здесь четко видно, что все вот эти переживания, негатив остался в прошлом. То есть карма вами пройдена, а значит впереди только счастье. И все очень-очень хорошее. Я счастлива это видеть. Ну вот, мои дорогие, другие расклады больше расскажут, конечно. Да, больше счастья, больше пользы. Другие расклады больше расскажут. Это ваш талисман. Я собираю карты.
Меня зовут Лена, я живу в Ванкувер, Канада, и здесь держу двери моей студии для вас открыты, чтобы вы всегда пришли, присели на этот диванчик в духе, послали сюда двойника, если есть желание, или просто послушать. И подойдет расклад как перчатка, вот увидите. То есть вы надеваете новую одежду. Эта одежда вот такая яркая, энергия высокая, цветная, разнообразная, идея счастья, потому что чистая одежда. Надену чистую одежду и войду в живую воду. Это все о цветах, высокая энергетика. Ваша гардеробная. Здесь у вас, знаете, вот это растение комнатное. Здесь коробочки с вашей новой одеждой, потому что карма теперь очищена. У вас новая одежда, это одежда счастья. Вот это ваша гардеробная. Надевайте на себя одежду счастья. Удобное положение. Подушки – это символ удобного положения, да, когда у вас все просто замечательно, очень хорошо. Еще у нас на ковре отдельная удобная очень подушечка есть. Так что все у вас будет замечательно, мои дорогие. Талисман. Виртуальный талисман лучше любого купленного там украшения, потому что он же силу набирает со временем, да. Его сила только приумножается. Это ваш виртуальный талисман. Забирайте своего двойника назад и будьте счастливы. Я счастлива за вас. Вот так. Медвежьи обнимашки, мои дорогие. И до новых встреч, до будущих раскладов. Кстати, прошлые расклады мои такие же сильные, как и будущие. Люблю вас, обожаю. Пока-пока, мои дорогие.